Всем привет, друзья! Сегодня в выпуске поездка к брату. Я же мать аниме и мои продукты. Нехорошая мать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Погнали! Поездка к брату. История эта произошла месяца 2 назад, но написать я ее решил только сейчас. В общем, поехал я к брату, у нас с ним прекрасные отношения, несмотря на то, что нашли друг друга только год назад. Живу я с ним не впервые, четко знаю все правила и привычки. Он живет со своей женой и 2 дочками, но часто к ним пожить приезжает подруга жены Алиса. Имя поменял, дабы не нарваться, со своим сынулей, но мне выделили комнату. Я забросил сумку, меня забрали прямо из школы, посему вещи состояли из учебников до всякой школьной ерунды. Я пошел в зал сидеть со всеми. Младшенькая его дочурка всего 2 годика, бегает, играется, ну и забежала в комнату, которая по сути принадлежит ей, но временно ее выделили мне. Там ее игрушки есть, поэтому внимания никто не обратил. Сумка была открыта, и она заметила железную такую небольшую коробочку. Достав сию коробочку, она с улыбкой понесла ее маме. «Аля, смотри, что я нашла!» Ну, жена брата сказала, что нельзя брать чужое, отнесла мне коробочку, а я в свою очередь попросил закрыть сумку, так как сам не мог, ибо был занят. Сидим дальше, все хорошо. Коробочку я положил себе под бок и продолжил свое дело, общаясь с братом и игнорируя подругу жены. Ребенок, который то и дело что-то швырял, я совершенно не уловил тот момент, когда этот пацанчик 3 годика ухватил коробку и раскрыл ее, высыпав все содержимое на пол. Коробочка-то была непростая, а хранилось там все. Мы с братом в шутку называем ее мини-алтарь. Там иконка есть, и иголки с нитками, и карандаши, и мелкий пастель, и мусор какой, даже деньги в долларах там же. Попали они туда случайно, просто торопился и закинул, а потом вытащить забыл. Но все это летит, и я поворачиваюсь и с ужасом кричу, чтобы хватали ребенка, ибо там иголки и мелкие вещички, не дай бог же в рот потянет. Этот сорванец что-то таки схватил и убежал. Алиса кричит брату, чтобы тот бежал за ребенком, а я в свою очередь быстро проверяю наличие иголок на полу, собирая все. И тут возникает вопрос, какого все-таки брат обязан бежать за ее ребенком, учитывая, что он сам сидит еще дальше, чем она. Ну и ладно, она продолжает сидеть, и только после ора брата встала и пошла смотреть, что же там. Этот мелкий все-таки схватил мелок фиолетового цвета и тупо по всей стене проволок им. Стена, выключатель, шкаф, все фиолетовое, а он ржет. Чтоб было ясно, чего бомбит, всего месяц прошел с окончания ремонта. Столько сил было втюхано в стены, что представить сложно. Краска не ложилась, пятна и разводы оставались, цвет не тот был и так далее. Брат хватает всю химию, которая есть, мочалки, тряпки, полотенца и давай отмывать. Мамаша же это смотрит на меня и говорит: зачем хранить такие вещи в доступных местах? Что, блин? То есть ты не извиняешься, что твой ребенок насрал, ты не предлагаешь помощь, чтобы убрать, а обвиняешь меня, что твой ребенок залез в мою железную коробочку и достал оттуда мелок? Женщина, с тобой все ок. После она успешно сваливает обратно с сыном в зал смотреть мультики. Мы с братом и его женой в панике отмываем все стены скорее. Кое-как отмыли, следов не осталось, благо от стресса они пошли на балкон. Я же с детьми и с этой Алисой. И эта мамаша начинает вычитывать меня, говоря, что я обязан хранить такие вещи высоко на шкафу и сумки с коробками прятать. Лол, что? Я, не желая вступать в спор, покивал головой и молча ушел, спрятав все от греха подальше. А ведь так хотелось сказать, чтобы та научилась воспитывать своего ребенка, которого не научили, что брать чужое плохо. Не наругали за то, что он залез в коробку и обрисовал стены. Даже себя она повела как свинья, не извинившись и выставив виноватыми нас с братом, что мы разбрасываем свои вещи. Нет, я признаю, что мне стоило бы и впрямь убрать эту ерунду, но все-таки можно вести себя адекватно. Я же мать аниме и мои продукты. Хай всем, я Ксюша, зарабатываю рисованием манги, аниме, ведь родителей давно нет. Себя я пишу так: мои волосы постельно-голубого оттенка, я высокая для 15 лет, кожа бледная, ведь ночами смотрю аниме, голубые глаза, на шее чокер. На момент истории одета в полосатую черно-белую футболку, заправленную в черные джинсы на высокой посадке, также черные кеды на платформе. Спасибо
спасибо. Так вот, я ярая анимешница, еще я ярый фикрайтер, и для вдохновения езжу много куда. На этот раз я поехала в парк. На плече рюкзак, в котором, к слову, лежат ноутбук, графический планшет, блокнот и пенал. Иду я по парку, гуляю, ищу вдохновение. Так его и не найдя, я иду в магазин за всякими вкусностями. А еще мне повезло, ведь в этом районе много магазинов с японскими, китайскими и так далее вкусняшками, с манго и другим мерчем. Гуляю себе спокойно по отделам, вкусности высматриваю. Прохожу дальше и вижу такую картину. Стоит женщина, рядом девочка лет 7, женщине на вид лет 28-29. Она стоит перед полками с токийским гулем. Я бы сказала, что при ребенке это не следует покупать, но решила молчать. Иду дальше. Вот они, прекрасные, любимые японские вкусняшки Смайл. Хватаю сразу всего понемногу и бегу на кассу. Там вижу ту женщину, перед ней сидит кассирша с явным шоком на лице. Мне как подростку стало интересно, начинаю слушать. Я же мать, кассирша, личинка. Кассирша: вы точно покупаете это своей дочке? Ей же еще нет 18, я не могу вам это продать. Я же мать: ты должна, это твоя работа, я вообще-то мать. Личинус: мама, купи, купи. Я же мать: сейчас, Катенька, сейчас. Тут она заметила меня. Катенька, а хочешь вкусняшек? Личинус: да, хочу, хочу, хочу. Кассирша уже убежала, чтобы убрать взрослое аниме на место, а женщина все разговаривала со своей личинкой, при этом хищно улыбаясь. Она подошла ко мне и начала диалог. Все так же все те же роли, но еще есть я. Я же мать: слушай, девочка, напомню, мне 15, а дай-ка мне эти сладости, а то моя Катечка тоже сладкого хочет. У меня денег нет, платить нечем, а ты вон, и купишь и съешь все быстро. Эти слова меня повергли в шок. Я сейчас хочу купить сладости, но должна их ей отдать. Ну нет, я не обязана вам отдавать свои продукты. Я же мать: обязана, вы всем не обязаны, я же мать, отдай. И начала хватать мои вкусности. Кассирша сразу же стала вызывать охрану. Когда они пришли, эта мамаша сказала, что я украла ее еду. Девочка, что стояла рядом, начала поддакивать своей мамке, но они забыли о кассирше, что все их слова опровергла. В итоге она выплатила за моральный ущерб. Сейчас мне 17, меня удочерили, я все так же зарабатываю рисованием. Начала ходить на гитару, пишу фанфики. Мои опекуны очень добрые, и я так больше и не видела ни ту мамку, ни ее дочь. Моя душа все так же предана аниме, манге и фанфикам. Я также хожу в магазинчики, а каждый раз, когда прохожу тот магазинчик, вспоминаю тот случай. Нехорошая мать. Короче, пишу потому, что уже реально невыносимо смотреть, как этот бедный ребенок мучается. Анна. Не буду называть фамилию только из-за уважения к ее мужу и его семье. Этой девушке 20 лет. В свои 20 эта молодая особа поставила на уши весь маленький город вблизи Одессы. У нее есть дочка. Имя ребенка не буду писать по причине, указанной выше. Молодая девушка из обычной семьи вышла замуж, родила прекрасного ребенка, жила с хорошим человеком. Но дальше получается как в сказке про золотую рыбку. Старуха хотела все сразу и побольше. Уйдя от мужа по известной причине, уехала к матери домой и ушла в загул. Начала оставлять дочь одну дома, изначально оставляя ее на младших братьев. Дальше хуже. Мать выгнала ни в чем не повинную доченьку, которую якобы обидел весь мир, на съемную квартиру. Анна, подравшись со своей мамой, пошла к парню. С ним встречалась неделю. У этого молодого человека тоже есть ребенок, старше Аниной дочери на 3 года. Так вот, в один из прекрасных дней Аня оставляет обоих детей и идет на свиданку. Уже к другому парню, хотя состоит в отношениях с другим. После этого нынешний молодой человек Ани выставляет ее за двери. Не растерявшись, она нашла другую квартиру, за которую расплатилась своим способом. И тут та же история. Она уходит на ночь, оставив ребенка спать одного, запертого в квартире. Напомню, ребенку 2 года. После этого она уходит на другую квартиру, на которую начинают приезжать сомнительные личности. Она не стесняется ни в чем своего ребенка. Дочь Анны постоянно болеет. После детсада малую не кормила, ссылаясь на то, что она ела в саду. Зачем опять кормить? Но и это не все. Она заварила такую кашу. Ребята, нету слов. Отец бедной девочки уже реально устал смотреть на то, как ребенок мучается. Неоднократно Анна устраивала у себя
себя дома попойки со своими ухажерами, опять же в присутствии дочери. Ребята, ребенок мучается, а она говорит, что она хорошая мама. Друзья, вот такая история. Давайте все-таки цените институт семьи и будем уважать как себя, так и своих близких. И тем более будем относиться к детям достойно. А эта мать остается примером, как вести себя нельзя. Друзья, а как вам сегодняшние истории? Пишите свое мнение в комментариях, я хочу его знать, оно важно для меня.